На меня оглядываются все испанцы, когда я вот так одета. Сейчас я вам покажу. Вот так вот это выглядит целиком. Вот так вот. Здесь на мне кофта из шерсти мериноса, из Uniqlo. Она просто сверху накинута на плечи. Ничего особенного, да? Вообще абсолютно. Это рубашка, которую я вам миллион раз уже показывала, из And Other Stories, с такими необычными рукавами. И не могу ее снять, потому что на мне микрофон под ней. Вот такая вот, тоже из мериносовой шерсти кофта из кос. Очень тонкая мериносовая шерсть, практически прозрачная, но очень теплая. И, друзья мои, я не знаю, фишка это этого образа или нет, но я обожаю эти шорты. Их очень сложно вписать в гардероб, потому что чуть не как-нибудь не так, они уже выглядят как семейные трусы. Надо подбирать аккуратно цвета. И из твида. Они твидовые, хлопковые, очень приятные. По мне так очень красивые, но да, надо быть с ними осторожным. И еще на мне классные кеды K-Swiss. Очень легкие, очень удобные. Они правда невесомые. Они удобнее, чем мои домашние тапочки. Это просто фантастика. Сейчас мы пропустим человека. Пусть едет по делам по своим. Вот, кстати, он нарушает закон, и его могут остановить и запретить ему ездить вот с таким звуком. Дальше так, друзья мои, вернемся. Кошмар какой, я вообще за, чтобы его запретили. Так вот, друзья, вернемся. Кеды, они вообще для игроков в теннис или в падель, но абсолютно на каждый день носибельные. Никогда такой удобной обуви у меня не было. Я заказала вторые точно такие же. Немножко другой расцветки, конечно, и модели тоже этого бренда. Я вам рекомендую, если вы любите удобную, функциональную, симпатичную обувь, и вам плевать на моду и на тренды, да, я знаю, что все покупают Adidas, я знаю, но я просто никогда такой удобной обуви не носила. Вот, поэтому мои рекомендации: на скидках можно найти очень даже бюджетно, прям очень бюджетно. Я свои, вот, которые ко мне придут, купила за 20 там с лишним евро. Представляете? Какое везение. И, друзья, еще один момент. Все просто всегда спрашивают, как-то у меня какие-то блогерские шаблоны в голове. В общем, спрашивают некоторые люди, что у меня за помада на губах вот сейчас. Это Estee Lauder номер 260. Она кремовая, увлажняющая, она никуда не скатывается, очень комфортная в носке. Она и цвет, и мне очень нравится цвет. Он, с одной стороны, там есть однозначно розовый, но с другой стороны он спокойный, он больше в нюдовую сторону. Он не вульгарный. Так, у меня кот может сейчас спрыгнуть. Не вульгарный. В общем, я вам рекомендую. Единственное, что у меня какая-то рождественская лимитированная версия, поэтому флакончик у меня красный. Не флакончик, господи, уже все во флакончиках, а футлярчик у меня красный. Я слежу за котом. А вообще они синие. Так, кот, который у нас уходит с балкона, потому что очень опасно себя ведет. Пишите обязательно в комментариях, как вы думаете, на меня так все оглядываются, потому что я как-то очень странно одета? Или, может быть, просто я как-то одета, так сказать, в других традициях, и это выглядит непривычно? Или, возможно, так как это маленький город, да, Валенсия, часто бываю в Валенсии, сейчас я живу в районе Кастильона, тут много маленьких городков, и, возможно, да, здесь просто не привыкли к каким-то нашим лукам, так сказать.
где-нибудь в Мадриде, возможно, на меня бы вообще никто не посмотрел. Мне кажется, в больших городах очень трудно как-то одеться и привлечь внимание к себе. Надо сильно постараться, за что я обожаю большие города. Вот я просто люблю это чувство свободы, когда никто на тебя вот так вот не смотрит, не оглядывается. Мы один раз в Мадриде с мужем шли и видели девушку. Расскажу сначала про погоду. Это было примерно плюс 40 градусов. Изнывающие от жары горожане, я думаю, им вообще, в принципе, на все плевать было в этот момент. И перед нами шла девушка без трусов. Я не преувеличиваю, это не форма речи, она реально была без трусов. На ней была какая-то такая футболка. Футболка была короче, чем моя рубашка. И сначала как бы я надеялась, что просто мне кажется, но нет. Футболка при ходьбе задиралась, и она была без трусов. И вы думаете, кто-нибудь на нее оглянулся, кто-нибудь на нее смотрел? Нет, только мы, две деревенщины из Валенсии шли. Ты это видишь? И мы быстренько свернули, потому что нас это очень сильно смущало. Но мне кажется, живя в Москве или в Питере, мне было бы вообще все равно. Там, правда, вот уже глаз замыливается, и ты не обращаешь внимания ни на что. Ты бежишь по своим делам, все бегут точно так же по своим делам, и как бы вообще все равно. Так, мне кто-то звонит. Друзья, у меня же есть телеграм-канал, вы обязательно на него подписывайтесь, Victoria Day Life. Я там делюсь своей жизнью в Испании, котиками, какими-то своими мыслями, конечно же, парфюмерией, куда без этого. И мой промокод в рандеву 10 Victory дает 10% скидки на все. И сейчас еще идет весенняя распродажа. Правда, там хорошие цены. Обязательно посмотрите, если что-то хотели, то, может быть, сейчас оно там дешевле. Я хочу всех поблагодарить, кто под предыдущим видео оставил комментарии, кто меня поддержал. Спасибо вам большое, много приятных слов. Кто-то даже молча отписался. Тоже спасибо большое, если меня смотрите. Давайте приступим теперь к нашей любимой парфюмерии. Друзья мои, видео про то, какое впечатление обычно производит аромат наш. Я буду основываться на своих личных ощущениях и, конечно же, на отзывах, которые я читала, видела, слышала об аромате. Это, мне кажется, тоже очень важно и интересно, потому что, как мы понимаем, на один и тот же аромат есть много разных, иногда очень противоположных мнений. Это Miss Dior 2021 года. Я сама была, так сказать, человеком с противоположным мнением, изменившимся, если быть точной. Когда я первый раз попробовала этот аромат, осенью он вышел, я подумала, вы с ума сошли, Dior? Почему вы осенью выпускаете какой-то весенний цветочный аромат? Зачем он нам нужен? Я, значит, его нанесла на себя, в «Золотом яблоке», помню, поднялась наверх в кинотеатр, и через 2 часа аромат открылся. У него карамельная сладкая база. Верх цветочный, яркий, немножечко есть кислинки, то есть он такой свежий, прям весенний. Но база у этого аромата нет, она не тяжелая, но она сладкая. И для меня это аромат девушки, которая интеллигентная. Возможно, это молодая мать. Я вообще сейчас вам это говорю, потому что однажды столкнулась с этим шлейфом в музее в Париже, в Лувре, по-моему. По-моему, это было в Лувре. Я его сразу узнала. И это как раз была вот такая девушка. И я на нее смотрела и понимала, господи, ты гениально выбрала себе аромат. Он просто невероятный шел. Это именно вот такая, знаете, интеллигентная, красивая девушка с умными глазами. Молодая мать, просто она была с мужем и с ребенком, очень спокойная. И вот от нее исходил этот шлейф. Эта девушка, она любит классику. Она, возможно, слушает классическую музыку, она любит ходить в театры, в музеи. Вот это ее досуг. И еще одно мнение про этот аромат, с которым я сталкивалась. Это мой брат так моей Ульяшке сказал, у нее был этот аромат. Он сказал, что это наоборот, для него пахнет какой-то женщиной в возрасте, даже, скорее всего, какой-то аромат для бабулек, сказал он. Я, честно, я в корне не согласна. Единственное, да,
что я могу понять, что да, этот аромат классический. Да, он прям сразу читается как люксовый классический аромат. Почему у меня образ, да, молодой матери? Потому что аромат все-таки к базе становится теплый, уютный, такой какой-то домашний. Хочется прижаться к ней, вдыхать этот аромат. Очень от человека, есть такое слово, я его терпеть не могу, когда-то говорят про людей, но здесь подходит комфортик. Все вот так вот внутри. Но образ вот именно такой, да, то есть человек комфортный в общении. К нему часто, к такому человеку, девушка, мужчина, женщина, неважно, тянутся люди, потому что не ждешь, что этот человек может представлять для тебя какую-то опасность, как-то токсично с тобой обращаться. Вот прям вообще не ждешь. От этого человека веет безопасностью. Второй аромат, он тоже из этой же серии, но он для любителей ирисов. Для любителей холодных, ну, может быть, чуть-чуть с оттенком, с морковным оттенком, ну, прям совсем капельку. Я люблю этот оттенок, поэтому он мне не слышится морковным, он не слышится как сладкий аспект ириса. Но, возможно, кому-то. И потом переходящий в косметическую пудру. Свежую, с нероли. Тут, по-моему, есть нероли заявлены. Да, тут заявлены нероли, мандарин. Вот чувствуется в этом аромате мягкая цитрусовая свежесть. У меня холодная кожа, на мне плохо открываются цитрусовые ароматы. Они обычно заглушают все, свербят. А здесь вот такие приятные, мягкие, очень деликатные цитрусы. Очень мне вот этим он нравится. Тут у меня похожий образ. Единственное, что в этом аромате нет вот этой вот теплой карамельной базы, конечно же, это совсем о другом, о косметичности аромат, но какой-то подобный образ. Мы один раз смотрели здесь в Испании квартиру у ребят русскоязычных, и вот у девушки стоял, по-моему, у нее стоял миндальная Прада, да, но они очень с этой похожи, очень там, естественно, больше миндаля, здесь ириса, но сильно пересекаются. И вот она тоже вписывается в этот, абсолютно в этот образ, точно так же. Единственное, что я бы вот здесь вот это слово комфортик, боже мой, может, я даже ошибаюсь, напишите мне, если вы знаете это современное слово, которое меня бесит. Здесь я бы так не сказала, здесь больше холода, здесь больше отстраненности, здесь больше такой загадочности в этом аромате. Этот аромат скорее для того, кто хочет себя скрыть. Да? Я вот иногда такое люблю, и я вообще мне не очень нравится, когда моя одежда, мои сумки, мои аксессуары сразу за меня говорят там про уровень моего дохода, социальный уровень или кто я. Вот я этого не люблю. Я довольно закрытый человек. И вот для меня вот такой вот аромат, наверное, даже ближе. Аромат для тех, кто не хочет себя скрыть, кто хочет сразу себя показать по всей своей уверенности, силе и мощи. Это наркотик Ви от Насамата. Это аромат, который меня сначала напугал. Он у меня был в пробнике. Я его когда нанесла, я думаю, господи, это же ужасно громко. Но, возможно, рецепторы привыкли, и у меня даже какая-то зависимость началась, и поэтому я его офлаконила. Он у меня в подборке стервозных ароматов, и я полностью до сих пор с собой согласна. Да, это аромат, который открывает дверь с ноги, заявляет о себе, заявляет туберозой, лилией. Еще есть жасмин. Такая белоцветочная мощь. Но тубероза здесь, она фруктовая. Поэтому в начале есть ощущение, что тут должны быть верхние ноты, и это должны быть фрукты. Но нет, это такая вот интересная тубероза. Лилия, тубероза, жасмин, вот так вот они, значит, выбивают все двери и, возможно, даже окна. В базе я чувствую как будто мускус, но тут заявлены специи. Ну, тут, знаете, можно пофантазировать. Есть мускус такой, да, как будто специевый, поэтому, возможно, это он. Аромат держится просто вот до стирки, до душа он будет точно с вами.
Поэтому все-таки я думаю, что это мускус такой ядреный. Но он, когда уже вот в конце дня аромат я чувствую на себе, он как будто бы превращается в мускус стерильной чистоты. Это не какой-нибудь там вот монталевский мускус, который многих пугает. Нет, это приятно. Вот этот грязный мускус я не могу на себе выносить. Это не амбродерио, ничего вот такого. Нет, это стерильный мускус про чистоту. Этот аромат, в отличие от предыдущего, он очень скромный. Он, скорее всего, когда ты хочешь скрыть себя, да, не проявлять никакую свою яркую индивидуальность, но при этом произвести приятное впечатление. Это безупречный аромат. Но надо признать, что безупречность, она лишена индивидуальности. Индивидуальность – это всегда, когда что-то выпирает, когда что-то больше, чем другое. Это частенько не имеет отношения к гармонии и балансу. Индивидуальность – это что-то, да, про яркое. Здесь нет вообще никакой выпирающей ноты. Да, тут мускус Нарцисса Родригеса, если он на вас не открывается, конечно, вы скажете, что это далеко от безупречного, но когда на вас это открывается так, как нужно, это безупречность во флаконе. Скорее всего, здесь абстрактные белые цветы. В нотах заявлены просто цветочные ноты, понимаете, как хотите. Для меня именно что-то здесь такое кремовое, белоцветочное, из уходовых средств, очень приятное, очень такое притягательное, теплое. Знаете, есть вот такие люди, наверняка вы таких встречали, с ними очень комфортно. Им хочется открыться, с ними чувствуешь безопасность, не ждешь никакого от них подвоха. И очень часто, если вы замечали, то такие люди, они умеют слушать. Даже, возможно, если вы задумаетесь, и даже, возможно, если вы проанализируете, окажется, что вы про этого человека практически ничего не знаете, но при этом сами ему уже все рассказали, и с удовольствием вы продолжили. Если честно, то мой муж, он из таких людей. Практически все считают, что мой муж очень приятный человек. И когда мы с ним куда-нибудь приезжаем, я остаюсь в машине его подождать, а он говорит, я на 5 минут, мне буквально забежать там к каким-то знакомым по делам, и я сижу потом в машине и жду его десятки минут, и оказывается, ему, конечно, я уже на самом деле это знаю, и оказывается, ему рассказывали там свои истории из жизни, про себя, про детей, про родственников. Вот. Мы абсолютно противоположности. Я довольно закрытый человек. Когда он меня иногда просил съездить по своим делам, с теми же людьми я встречалась, занимала 2 минуты. Вот такая вот история. Но, знаете, так как я довольно закрытый человек, я интроверт, такой качественный интроверт. Но все равно мне хочется делиться, конечно, мне хочется общаться, но у меня вот запас вот этого ограниченный. Поэтому у меня просто есть ограниченное количество людей, с которыми я близко общаюсь. И есть мой канал, где я нахожу, опять же, именно близких мне людей. Да, мне не очень интересно общаться вот со всеми подряд, потому что качественный интроверт, качественные. Просто сейчас люди, если они там чуть-чуть не хотят с кем-то разговаривать, себя так называют, то я имею в виду, что я там сделала все тесты, прочитала много книг, и я все-таки больше интроверт. Мы получаем энергию, когда находимся одни. Когда читаем, когда медитируем, занимаемся спортом, в одиночестве гуляем, смотрим фильмы, мы в этот момент получаем энергию, возобновляем ее. Экстраверты черпают энергию из общения. В этом огромная разница. Поэтому мой муж в тот момент, когда он с кем-то общался, подзарядился, и я в тот момент, когда с кем-то пообщалась, я потратила. Вот. И даже мой блог, вот сейчас я с вами общаюсь, поверьте мне, меня это очень сильно заряжает.
Но это не значит, что я не люблю людей. Это вообще отнюдь из другой плоскости. Да? Я знаю, что интроверты, да, мы производим такое впечатление, как будто мы не любим людей. Но это вообще не так. Это вообще не так. Это просто желание выжить и сохранить энергию для каких-то важных социальных задач. Они тоже, как перед всеми, они стоят. Если мы потратим на просто общение, мы можем что-то важное не сделать. На полном серьезе вам говорю, да, не хватит у меня сил испанский учить, потому что обучение языка – это в первую очередь общение. И часто общение даже с незнакомыми людьми. И для меня это как бы такая двойная нагрузка. И я трачу в 2 раза больше энергии. Давайте дальше. Запомнили, да? Хотите произвести хорошее, такое приятное впечатление очень комфортного, теплого человека, то, я не люблю комфортный человек название, но здесь вот прям лучше образ не подходит, то, пожалуйста, вот этот вот аромат вам поможет. Такое, мне кажется, полезно иметь у себя в арсенале. Давайте дальше. Ох, ну это прям противоположность. Хотя вроде бы флакон белый. Я вообще не знаю, почему его в белый флакон. Такой чуть-чуть, когда на солнце, видно, что он перламутровый, он переливается, не знаю, видите вы или нет сейчас на камере, он переливается таким розово-фиолетовым, но в целом выглядит как белый. Я бы в такой яркий, знаете, какой-то попугайстый флакон бы этот аромат поселила. Это Quattro Pizzi от Косомарати. Аромат тропикана женщины. Очень яркая, такая сливочно-кокосовая тубероза с зелеными яркими же оттенками. Я еще чувствую тут ноту фиников, таких сладких фиников. Даже как будто бы ты уже этот финик ешь, и вот прям до косточки дошел, прям в косточку это чувствуешь. Очень яркий, очень стойкий. Вот это аромат, который нельзя назвать таким округлым, сбалансированным. Он, наоборот, очень многогранный. И он то одной гранью, то другой. Супер стойкий, шлейфовый. Я его носила, когда мы на великах катались. И, господи, у меня коты пытаются в квартиру всю разобрать по частям. Я его носила, когда на великах катались, и он вот до вечера он был на мне. Мы часа 2 или 3 ездили, он шлейфил там на все кварталы, распространялся на поля. Господи. И на поля. Но и к вечеру я чувствовала шлейф этого аромата. Конечно, уже потише, уже поделикатнее, но все равно он был. Это аромат, который заявляет: я яркая, красивая и страстная женщина. Ты меня никогда не забудешь. Не забудешь, да? Либо в хорошем смысле, либо в плохом. Так что будь со мной, так сказать, осторожней, внимательней, предупредительней. Понимаете? Уважительней. Вот такой вот аромат, когда надо о себе заявить. Но, вы знаете, если вот этот вот, Росик, если вот этот вот аромат, он более серьезный, он более взрослый, он именно такой сшибающий, да, выбивающий двери, просто сносящий все преграды. Он про такую мощь, про такую энергию. То это 2 аромата, в которых есть тубероза. Ну, это тубероза, которая как стрела просто несется, знаете, вот в десятку к своей цели. Это тубероза, она играет. Она играет, она выигрывает, она обыгрывает, она так виляет. Она очень-очень динамичная. Очень динамичная. Это скорее как танец. Это больше похоже на танец, который может в любой момент, да, измениться в какой-то, перетечь в другой танец. Вот такой вот непредсказуемый аромат. Так, и последний аромат – это Ариана. Тут все стартует нероли такими свежими, потом он начинает трансформироваться. К базе тут появляются маршмеллоу. Но знаете, что вот в нем хорошо? Допустим, в отличие от Синтры, где тоже все вроде стартует такими
свежими зелеными цитрусовыми нотами, а потом появляется маршмеллоу, он очень контрастный. Этот аромат более сглаженный. Я даже чувствую тут не заявленную, как будто сахарную вату. Тут есть какая-то сахарность. Это аромат беззаботности, какого-то отпуска, путешествия. Я бы брала вот этот аромат с собой в путешествие, чтобы он приятно заикарился. В нем абсолютно не хочется ничего достигать, себя напрягать, чего-то там, знаете, кому-то доказывать, рассказывать, объяснять. Вот абсолютно аромат о другом. Он для меня лично, на мой вкус, напишите, как вам кажется, он чисто женский. Он очень-очень... Вот я не представляю, чтобы этот аромат выбрал мужчина. Я как бы, если бы услышала его на ком-то, я бы вообще ничего, я, конечно, не сказала и даже не подумала. Но мне кажется, что мужчины такой аромат не выберут. Ну, сахарность, нероли, маршмеллоу, там, кот уже высовывается оттуда. Ну, абсолютно так по-девичьи. Даже тут не именно, что это женский, да, это больше для меня какой-то девичий, беззаботный аромат. В нем надо гулять по улицам, узнавать что-то новое, удивляться, восхищаться, запоминать, просто кайфовать от жизни. Вот что для меня такое аромат. Кот у меня пытается уронить свет. Иди-ка сюда. Посиди чуть-чуть, мы заканчиваем. Все, друзья мои, мы заканчиваем с вами этот экскурс в мир ароматов. Все, котики, все. Сейчас я займусь с вами, будем гулять, играть, бегать, есть, пить. Все будем сейчас делать. Друзья мои, спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал Victoria Day Life. И не забудьте, у меня же есть промокод в рандеву 10 Victory, который дает 10% скидки на все, а там еще. А там еще сейчас идет весенняя распродажа. Там очень хорошие цены на многие ароматы. Посмотрите. Вот, друзья, что еще надо вам сказать? Конечно же, обязательно будьте счастливы. Это очень важно. Это самое важное, что мы должны сами себе в этой жизни. И больше ничего. Все остальное опционально, я считаю. Вот, все. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.